Каждое уважающее себя произведение должно иметь при себе стопку чеховских ружей, пачку предзнаменований и гору фанатских теорий. И во Фрирен это все есть. В этом видео мы пройдемся и по теориям, и ружьям. Что-то из этого уже выстрелило, а что-то нет. Что-то я подметил сам, а что-то на Reddit. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. И да, мне придется затрагивать мангу, поэтому я напишу, когда будут спойлеры. А для разогрева мы начнем с чеховского ружья, которое известно каждому фанату, и которое до сих пор не выстрелило даже в манге. В первой серии Фрирен через 50 лет возвращается к Гиммелю за рогом темного дракона, который они нашли в замке владыки демонов. Этот рог Гиммель хранил у себя дома, и самая популярная теория гласит, что именно из-за этого радиоактивного рога Гиммель и превратился из пышущего здоровьем спасителя человечества в усохшего лысого старикашку. Да, усы у него шикарные, не чета моим, но это единственное, чем может похвастаться синеволосый нарцисс. За то же самое время Гайтер постарел куда менее заметно, а после смерти Гиммеля прожил еще 25 лет, умерев в 100-летнем возрасте. Понятное дело, что может быть всему виной генетика, но на то это и теория. А вот чеховское ружье состоит в том, что Фрирен, заполучив рог, отдает его непонятной птице, а чуть раньше она упоминает, что «Не повезло мне. Рог ведь нужен для призыва». Загвоздка в том, что за всю последующую историю не показывается ни одного мага, который бы владел магией призыва. Преобразование – да, изменение свойств – да, но вот полноценного призыва чего-то не было. Задумала ли эльфийка иссякайнуть очередного бедолагу, или же это просто красивая сцена, мы пока не знаем. И чтобы не отходить от темы, я вставлю сюда слова Вирбеля из 20 серии. А равнёхонько 29 лет назад демонюги резко оживились в северных землях. А что было 29 лет до этого момента? Так, кто скажет первый? Правильно, 29 лет назад умер герой Гиммель. Отсюда мы можем сделать два вывода. Во-первых, герой Гиммель даже в виде лысого хилого старикашки наводил такой ужас на демонов, что они не буйствовали почти полвека. Уж воистину наступила эпоха мира, о котором не раз упоминала и Фрирен, и Фламме. Второй вывод. Демоны каким-то образом чуяли героя на огромном расстоянии, либо же напрямую знали о его кончине. Но теория про демонов-шпионов уже слишком бредовая, поэтому развивать я ее не буду. Одну красивую и одновременно жуткую теорию я оставлю на попозже. Ну а пока что давайте возьмемся за форшедуинги. Одно из любимейших занятий Фрирен — это сбор различной фольклорной магии. Про получение заклинания, превращающее сладкий виноград в кислый только из-за того, что именно кислый виноград любил Айзен, я уже рассказывал. Вы можете поглядеть про это в ролике по подсказке справа сверху. То, что Фрирен легко ориентируется в редкой магии, демонстрирует, например, тот факт, что она легко узнает сигнатурную магию Лауфен, которая распространена только в одном месте в мире. Старик, я ведь не ошиблась, и девочка воспользовалась Ельвером? Но что если я вам скажу, что Фрирен почти на 15 серий раньше не просто рассказала, а показала Риэльзайден, коронную магию Юбель. Именно магию, разрезающую материю, она использовала, чтобы нашинковать тупоголового демона Драхта. Причем тут же видна и разница в навыках и опыте. Юбель использует свою магию только с посохом. Фрирен же справилась и без него. Как вы помните, ключевая особенность волшебства в том, что если ты не можешь представить все в мельчайших деталях, то ты не сможешь это воплотить при помощи магии. Юбель отбитая на голову и не знала, что на экзамене будет маг с сильнейшей защитной техникой, поэтому и разрезала его без проблем. Фрирен же наоборот, хоть и владеет такой магией, очевидно во всех деталях понимает, как работает магическая защита и просто не может визуализировать разрез, так что в этом плане Юбель сильнее эльфийки. И давайте переходить к следующему форшедуингу. И опять же, я не буду далеко отходить от арки экзамена. Предзнаменование достаточно простое. Давайте я вам покажу сцену из аниме во время подготовки к битве с клоном Фрирен. Фирн просит эльфийку отойти к стене и моментально ее атакует. Неужели? Подумать только. Не верится, что это возможно. Вы, видимо, заметили. Лавина, ты поняла? Нет, ничего.
Угадайте, кто пройдет экзамен и получит звание мага первого ранга? Правильно, только те, кто заметили слабость Фрирен. Это Денкин, Методе и Ферн. Все же у серии отличное чутье на таланты. Следующее предзнаменование существует только в аниме. В манге его нет, я проверил. В манге много чего нет, например, нормального дизайна домов и их убранств. Но я отвлекся. Во время арки с демонами, проникшими в замок графа Граната, вышеназванный граф рассказывает о главной силе ауры гильотины — весах подчинения. Так, Ферн и Старк получают бесполезную для них информацию, ведь они не встретятся с аурой. Но что насчет Фрирен? Откуда она знает про весы? Отряд Гиммеля встречался с аурой и даже победил ее. Но все, что мы знаем об их бое 80-летней давности, так это то, что Фрирен крушила армию ауры без разбора, а Гиммель демоницу попросту спидблицнул. То есть с большой долей вероятности можно судить, что она не успела показать Фрирен силу весов. Аниме же фиксит этот небольшой недочет, делая форшедоинг прямо в первой серии. Когда Гайтер просит Фрирен расшифровать книгу из гробницы мудреца Эрига, эльфийка берет ее в руки и раскрывает прямо на странице, где нарисованы весы, на которых горят 2 огонька души. Сомнений быть не может, в этой книге точно описывались весы подчинения. А я еще раз похайплю аниме, которое снова оказалось лучше манги. У тебя не бывало такого чувства, что ты приходишь домой и тебе нечего посмотреть? Таких проблем нет у подписчиков моего Бусти. Ведь там каждый день выходят реакции на различные аниме, в том числе и на пару с разными ютуберами. Месячная подписка выходит дешевле пачки чипсов. Спасибо всем крутым ребятам, кто уже подписан, но отдельное спасибо Сейп4 и Николаю Бондаренко. Во Фрирен автор постоянно напоминает о том, что после победы над владыкой демонов людская магия прогрессировала семимильными шагами. Но заметили ли вы, что в разных флешбеках, посвященных путешествию отряда героя, есть много сцен, где отряд драпает от чудищ? И каждый раз Гиммель тащит Фрирен на плече. Понятное дело, что ему только в кайф таскать любовь всей своей жизни. Но тут дело не только в этом. Ближе к середине первого сезона выясняется, что магия полета раньше была только у демонов, а люди разобрались с ней совсем недавно. Это сейчас Фрирен может спокойно летать и уворачиваться от заклинаний, например, в дуэли с Денкином. А вот раньше она была натурально стеклянной пушкой, которую быстро не переместишь, если только рядом нет надежного плеча героя Гиммеля. А эту теорию я подсмотрел на Reddit, и касается она личности короля демонов. Про него нам практически ничего не известно. Известно только то, что около 1000 лет назад он появился как владыка всех демонов, что многие герои отправлялись за его головой, но погибали, что победил его отряд героя Гиммеля, и что он был одним из 2 демонов, которые кардинально отличались от всех остальных. А именно, они пытались понять людей и искали способы мирно с ними сосуществовать. Остальные же их сородичи людей попросту жрут, если вы забыли. Второй же это Махт из Эльдорадо, и там была совсем печальная история. А теперь непосредственно о теории. Как мы знаем, Ореол, место, куда направляется Фрирен, чтобы встретиться с душой умершего Гиммеля, находится где-то рядом с замком владыки демонов. И это слишком подозрительно. Получается, что местный рай или же Вальхалла находится там же, где и сидит главный злыдень. По многочисленным зацепкам, разбросанным в произведении, понятно, что демоны не живые в обычном смысле слова, а монстры, состоящие из магии. Возможно, они попали в этот мир из другого мира или вообще из космоса. Не суть важно. Важно то, что король демонов мог найти этот самый Ореол, этот самый рай, и основать именно там свое королевство. Ну, или на крайний случай заблокировать вход в рай где-нибудь в подземелье своего замка. Мы достоверно знаем, что все демоны без исключения, даже Махт, имеют свою особенную сине-оранжевую мораль и абсолютно не понимают простейшей логической цепочки. Люди не любят, когда их убивают, люди убивают демонов, чтобы избежать собственной смерти, демоны могут жить в мире только в том случае, если они не угрожают жизни людей. Пытаясь понять людские эмоции, Махт заставлял человеческих детей драться насмерть, а потом долго анализировал, что за эмоции они испытывают, убивая друг друга. В процессе своих изысканий он убил множество людей, ведь долго и упорно изучать одну вещь — это то, чем славятся демоны. Так может быть, король демонов и решил разобраться с мирным сосуществованием по-свойски.
по-демонически. Просто убить их всех до единого, сжечь каждую деревню и переправить их на небеса, прямо рядом со своим замком. Настоящее зверство, но вполне в духе самого рассудительного из демонов. Ведь главное, что цель будет выполнена. А какой ценой? Неважно. Никто же не против. Дополнительным аргументом к этой теории является то, что хоть король демонов и хотел сосуществовать с людьми, он, судя по всему, никуда не уходил из замка, находясь буквально на противоположном краю мира от людей, жить с которыми он и хотел. А что вы думаете на этот счет? Пишите в комментариях. А эту теорию я бы назвал великой комбинацией Гайтера и Айзена. Ни для кого не секрет, что Гиммель был по уши влюблен в эльфийку, причем с первого взгляда еще в детстве. Тем не менее, сама Фрирен была очень холодна со своим воздыхателем. Гиммель весь свой путь на север устилал своими статуями, чтобы даже после смерти эльфийка вспоминала его. Но вот Гайтер с Айзеном посмотрели в первой серии на слезы Фрирен и, судя по всему, задумали хитрый план. Как вы помните, в Энде на встречу с духом Гиммеля Фрирен отправил Айзен. Он упоминал, что Гайтер раскапывал мифы о Фламме и что настоящий ее труд находится в одном конкретном лесу. Мы точно знаем, что священник и дворф постоянно держали связь по переписке, а Гайтер уже один раз обманул Фрирен, всучив ей Ферн в качестве ученицы. Вполне возможно, что он специально искал наводку на тот самый лес, чтобы эльфийка вновь столкнулась с трудами своей наставницы. Знал ли хмельной святоша, что за информация находится в том труде или нет, неважно. Айзен не растерялся и сразу же выдал квест на поход до Энде, а попутно Фрирен волей-неволей будет идти тем же путем, вспоминать Гиммеля, и до нее наконец дойдут чувства молодого героя. Но пока что это просто красивая теория. А вот вам зацепки. В арке «Монумент богини» мы узнаем, что у Фрирен начисто стерта из памяти 1 неделя путешествия в отряде с Гиммелем. Во время этой недели ее заменяла Фрирен из 80-летнего будущего, то есть Фрирен из нашего времени. Она старательно не рассказывала ничего о будущем, чтобы не произвести эффект бабочки. Однако в 113 главе она расслабляется и говорит Гиммелю, что в будущем она взяла под свое крыло пару человек. Гайтер вполне мог подслушать и запомнить, а когда прежняя Фрирен очнулась, они ей ничего не говорили. Следующая зацепка — это флешбэк из 26 главы, когда Гайтер говорит Фрирен, что заметил, что она сдерживает ману, а затем говорит следующее. Тебе вряд ли понравится моя история. Ничего страшного. Глядишь, как-нибудь в будущем пригодится. В смысле? Ну так кто его знает? Вдруг мой ребенок возьмет, да и выберет путь волшебника. Просьба очень подозрительная для священника. Даже Фрирен удивилась. И как мы знаем из первой серии... Ее почти невозможно засечь магией. Страшно подумать, сколько эта малышка просидела за учебой. То есть Гайтер, уже получив высокий сан в церкви богини, ходил и искал детей, одаренных к магии. И ближе к концу своей жизни он нашел талант, который искал, в лице сиротки Ферн, которую он натурально всучил Фрирен в ученицы. А затем и Айзен также выдал Фрирен в отряд уже своего ученика. Тем самым они своими руками исполнили предзнаменование, что рассказала им Фрирен из будущего. Предыдущая теория вполне рабочая сама по себе. Гайтер мог просто вычитать про Энде и Ореол, место, где можно поговорить с мертвыми, но это было бы слишком скучно. Поэтому вот вам еще одна теория. Вас не удивляло, что Фламме поразительно точно угадывает события даже спустя 1000 лет после своей смерти? Она специально оставила семечко и книгу с записями про Энде, только для того, чтобы священник и дворф нашли его. Именно они. Сама Фрирен начисто забыла про это место. Мало ли сколько барьеров Фламма устанавливала над случайными ростками. Один раз она сделала это вообще в рандомном месте. Также она говорила Фрирен о том, что именно она встретит героя и вместе с отрядом сразит владыку демонов, что в конечном итоге и произошло. Причем приходило к ней сразу 2 героя. Герой Юга и Гиммель. Текущие события аниме и манги просто не запустились бы без Фламме. В произведении уже существует сразу 2 провидца. Это сам герой Юга и правая рука короля демонов, Шляхт Всезнающий. Фламме же жила намного раньше и героя Юга, и Шляхта,
К тому же она самая сильная и известная волшебница-человек. Она вполне могла владеть магией предсказания и толкнуть маховик истории в нужное русло. Если вы сейчас вспомнили про ходячий гримуар Зерии, то нет. В манге была оговорка, что она знает почти всю магию. Возможно, она не утруждала себя изучению магии прорицания, или же просто из-за своего характера не хотела знать будущее. Ну и на сладенькое я вам припас теорию, которую муссировали в японском комьюнити. Она относится только к аниме, и она немного жуткая. А связана она со вторым эндингом первого сезона. Он начинается с того, что Фрирен ложится рядом с чьей-то могилой. Западное комьюнити считает, что это могила Фламмы. Японское же, что это могила Ферн. Фрирен ложится рядом с могилой, и через большое толстое дерево нам показывают маленькую Ферн, будто бы Фрирен вспоминает о ней. С головы Ферн слетает ленточка и летит в сторону лежащей у могилы Фрирен. Я вам даже сделаю скриншот с субтитрами для наглядности того, про что поется в этот момент. Далее в эндинге Фрирен бродит по темному лесу, тоскуя по своей ученице, которая в виде бабочки летает по другую сторону леса. А затем Фрирен идет по красной ленточке Ферн, и вы снова видите, о чем поется в песне. А дальше бабочка превращается в длинноволосую девушку, которая явно не подвластна гравитации. И вот, наконец, Фрирен достигает Ореола, места, где находятся духи, встречает там душу умершей Ферн и лежит у нее на коленях. Точно так же, как она лежала на могиле. Кроме того, в конце эндинга Ферн нарисована как бы полупрозрачной, что еще больше дает очков этой теории. Собственно, непонятно, зачем в эндинге в принципе такой сюжет. В манге никаких намеков на смерть Ферн не было и нет. Скорее наоборот, намеки на то, что Фрирен встретится с Гиммелем, когда Ферн убьет эльфийку. Про это была вся вторая часть второго этапа экзамена. Так как это было только в аниме, да еще и к тому же не в основном сюжете, то можно особо не обращать на это внимание, но фанатам Ферн приготовиться. А какие у вас теории насчет аниме и манги Фрирен, провожающая в последний путь? Обязательно посмотрите видео про урезание серий во втором сезоне Фрирен. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.